Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите на канал, гуляйте по каналу, смотрите видео, заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. А своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов отдельный привет. Слова благодарности за вашу поддержку, за ваши теплые слова, за ваши пожелания. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, да. У нас уже есть много узорчиков с данными ниточками. И с новым узорчиком. Схемка к сегодняшнему узорчику очень хорошая, очень читабельная, поэтому я ее прилагаю. Смотрите, либо повторяйте за руками, да, кто не умеет читать схемки. Смотрите, сегодня у нас ниточки. Вот такие вот интересные, секционные. Посмотрим сегодня, какой, скажем, цвет попадет в узорчик. Смотрите, называются они Alize Angora Gold, да, и получается здесь еще дополнительно пишут вот так вот. Батик. Видите, батик. Цвет, сразу скажу, 6277. И смотрите, тут моточек, конечно, уже наполовину, так скажем, связан. Но в большом моточке находится, смотрите, в 100 граммах 550 метров. По составу это 80% акрил, 20% шерсть. И смотрим сюда же. Здесь нам пишет производитель, какой брать крючок. От 2 до 4. Я вяжу 3. Моя плотность вязания. Вы подбираете под свою плотность вязания свой крючок. А также вы берете любую пряжу, какая у вас есть, не только такая, как у меня. Я решила показать на такой пряже. Конечно, такую пряжу лучше вязать спицами, потому что даже лицевая гладь, переходы цвета создают свой узор. Но мы, крючковязы, тоже хотим попробовать повязать данной пряжей. Верно? Итак, свяжем. Итак, начинаем вот с такого цвета интересного. Смотрите, по узорчику, да, раппорт узорчика составляет 6 петелек. И получается, наберем с вами 37 воздушных петелек, да, то есть получается дополнительную петельку еще, чтобы у нас узорчик ровно закончился. Итого я буду набирать 37, а вы смотрите, сколько вам будет удобно набирать. Итак, все как всегда. В начале петелька фиксации, мы ее при наборе петелек не считаем. А теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Вот мой будущий образец. Далее настоятельно рекомендую новичкам, да, а также опытные мастерицы могут провязывать первый ряд именно столбиками с накидом, ну, столбиками без накида, полустолбиками с накидом. Почему? Потому что в столбиках тяжелее запутаться, нежели в цепочке. Итак, я делаю 3 петельки подъема. Раз, два, три. Далее отсчитываю от крючка 5-ю петельку. Раз, два, три, 4, 5. В 5-ю петельку я ныряю, вытягиваю ниточку и провязываю по 2 петельки столбик с накидом. И также в следующую петельку провязываю столбик с накидом, и во все последующие петельки провязываю столбики с накидом. Это несложно, но самое главное, что в дальнейшем, когда вы начнете провязывать узорчик, да, вы будете пропускать именно столбики, верхушки столбиков, да, то есть это вы не ошибетесь. А здесь непосредственно новичкам в петельках можно ошибиться. Зацепили вы петельку или нет и так далее, пропустили, не пропустили. А здесь просто в каждую петельку шагаете и сами себя проверяете. Если я набрала 37 воздушных петелек, у меня должно получиться 37 столбиков. Я это говорю, показываю практически в каждом узорчике. Так что у меня как бы начало одинаковое. Вот. И не забывайте, что первые 3 петельки подъема, которые мы провязывали, первые 3 петельки, это тоже столбик. Мы его считаем как столбик с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков я уже провязала. До конца ряда самостоятельно провязывайте. В конце ряда встречаемся. Договорились? Все, давайте, у вас получится. Так, вот мы наш вспомогательный ряд провязали. Что делаем дальше? Непосредственно уже сам узорчик. Итак, воздушная петелька, поворот. Сюда же в этот же столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик без накида. Далее накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, два, смотрим по верхушкам. В 3-й столбик ныряем и провязываем 6 столбиков с накидом. Раз столбик с накидом. Сюда же нырнули. 2 столбик с накидом. Сюда же 3 столбик с накидом. 4 столбик с накидом. 5 и 6.
И у нас с вами получается, ну, вот такой вот веерочек. Угу. Далее 2 столбика опять пропускаем, в третий столбик ныряем, столбик без накида. Есть. Опять 2 столбика пропускаем, в третий столбик провязываем 6 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6. Далее 2 столбика опять пропустили, в третий столбик, столбик без накида. Угу. Не сложно? И так вы шагаете до конца ряда на всю длину вашего образца. То есть веерочек, столбик без накида, веерочек, столбик без накида, веерочек, столбик без накида, веерочек, столбик без накида и так далее. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, несложно. Так, смотрите, вот наши веерочки готовы. И закончили мы ряд точно так же, как и начали, столбиком без накида. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. И теперь будьте внимательны. Теперь будем работать с веерочками. Смотрите как. Вот у нас веерочек, состоящий из 6 столбиков. Мы сейчас будем работать с первыми 3 столбиками. Раз, два, три. Итак, накид. Нырнули в первый столбик, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Дальше не провязываем, держим все на крючке. Накид во второй столбик, также ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. Накид точно так же в третий столбик. Нырнули, вытянули ниточку, стоп. Теперь у нас на крючке 4 петельки. Мы их провязываем все вместе и обязательно зафиксируем, чтобы они у нас не рассыпались. Далее 7 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Есть. Теперь смотрите. У нас получается от нашего веерочка, да, остались 3 столбика. Как бы 4, 5, 6. И будем работать еще с первыми 3 столбиками следующего веерочка. 1, 2, 3. Понятно? Смотрите внимательно. Накид в 4, как бы, да, нырнули столбик, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. В 5, стоп. И в 6. Так. И тут же продолжаем дальше. Все петельки держим на крючке. В 1 столбик следующего веерочка, стоп. Во 2, стоп. И в 3, стоп. Теперь получается у нас 6 петелек от столбиков и 7 петелька, которая была на крючке. Теперь аккуратно все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Угу. И у нас с вами получился веерочек, так скажем, наоборот. Видите? То есть у нас вот расходятся наши столбики, а верхушка у них общая. Опять 7 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И точно так же опять 3 столбика, которые у нас остались от нашего веерочка вот этого, да, раз, два, три, провязываем. И 3 столбика от следующего веерочка. Итак, давайте еще раз вместе. Раз, два, три, 4, 5, 6. Теперь все 7 наших петелек провязываем вместе. Раз. И зафиксировали. И опять 7 воздушных петелек. 3, 4, 5, 6, 7. Понятно? И так до конца ряда. То есть получается у вас будут веерочки смотреть наоборот, как бы перевернутые, да? Не сложно? Не сложно. Все, до конца ряда самостоятельно. Здесь в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наши веерочки вот с такими большими арочками, да? Провязали практически до конца. Хочу показать, как заканчиваем ряд. У нас, получается, остаются последние 3 столбика, да, от нашего веерочка. И захватываем вот, который столбик был без накида, тоже делаем накид. Ныряем в столбик без накида, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. И теперь у нас на крючке получается 5 петелек. И вот их все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Все, вот так вот ряд наш заканчивается. Далее 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И теперь нам необходимо будет с вами повторить самый первый ряд, там, где мы с вами провязывали веерочки. И я здесь предлагаю вам провязывать веерочек непосредственно в петельку. То есть у нас здесь 7, получается, воздушных петелек. Отсчитываем, получается, серединка, это будет 4 петелька. Раз, два, 3, 4. Нырнули в 4 петельку и провязываем веерочек, состоящий из 6 столбиков с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4, 5,
6. Понятно? То есть если вы будете провязывать непосредственно в арочку, у вас все столбики расползутся. То есть как бы вот такого веерочка не получится. Поэтому аккуратненько, внимательно нам нужно попасть именно в петельку. Итак, дальше перепрыгиваем сразу же в следующую арочку. Точно так же отсчитываем 1, 2, 3, четвертую петельку. Это будет серединка нашей арочки. И провязываем точно так же веерочек, состоящий из 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Понятно? Вот видите? Все. И опять переключаемся к следующей арочке. Четвертой нашей получается петельки. 1, 2, 3, 4. И начинаем провязывать наш веерочек. Все внимательно, аккуратненько. Не сложно, не сложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас еще раз встречу. Покажу, что получилось. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот наши веерочки, да, вот такая вот сеточка, как бы, да, сформировалась. И закончили мы ряд наш, получается, столбиком с накидом. Если в первом ряду это был столбик без накида, да, то здесь мы выравниваем, как бы, наш ряд, столбик с накидом. Далее 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, и теперь будем делать веерочки наоборот, все точно так же, как мы сами делали во втором ряду. Угу. Итак, накид в первый столбик 1, накид во второй столбик 2, накид в третий столбик 3, все 4 петельки провязали, зафиксировали 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И точно так же провязываем следующий наш веерочек наоборот, да, видите, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Понятно? То есть вот наш узорчик состоит всего лишь из 2 рядков. Это первый веерочки. Обратно вы идете, провязываете веерочки наоборот, вот с такой вот как бы арочкой, да, формируется сеточка. Опять веерочки прямые, веерочки наоборот. Веерочки прямые, веерочки наоборот. Что может быть проще, да? Вот вам красота. Давайте увеличим наш образец. Я посмотрю, как будет меняться ниточка. Надеюсь, она будет меняться чаще, хотя переход, конечно, у нее длинный. Вот. И вы провязываете своими ниточками, смотрите, что у вас получается. Все, встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая вот получается интересная сеточка, да, с волнами. Ничего сложного вообще нет. Узорчик получается, смотрите, двусторонний. Какая сторона больше вам нравится, такая сторона у вас будет лицевая. В первую очередь я, конечно, увидела это как топик, вставочка, да. Вот представьте, да, получается, ну, возможно, какие-то другие у вас узорчики будут. И вот такая вот вставочка, да. То есть, может быть, он не весь дырявчатый был. Вот. Но опять же, это что, палантинчик? Может быть. Топичек? Может быть. Туничка на пляж? Может быть. Тоже может быть. Классно, классно. Да даже если вы в юбочку в летнюю ставите, да, вот такую вставочку, тоже будет интересно. Узорчик, конечно, тянется за счет воздушных петелек. Можете брать обычную пряжу, можете брать секционную. Если летний вариант, это хлопок, да, микрофибра. Если это зимний вариант, естественно, берете там с шерстью, с акрилом и так далее. То есть на ваше усмотрение. Получается, в моем случае был такой зелененький, потом перешел такой темно, как бы сине-фиолетовый, потом еще темнее фиолетовый, потом начинаются такие вставочки зелененького. То есть вот по идее. Потом дальше будет вот немножечко зелененького, потом опять фиолетовый. То есть как бы еще долго-долго будет переход цвета. Такие вот ниточки. Но это в образце. А представьте, если это будет изделие, да, изделие получается большое. Естественно, переходы будут, ну, получается, почаще. Вот. Вот такая красота. Давайте замерим красоту. Я набирала, получается, 37 воздушных петелек. Если это же пряжа, этот же крючок, это же плотность вязания, вот, ну, просто, допустим, да, то в моем случае это будет практически вот 18 сантиметров. Вот так вот. Да, 17,5. А тут, получается, у нас одна вот такая вот волна, да, это 2 ряда. Правильно же? 2, 4, 6, 8, 10. Закончила я 11 и набирали 12. Так, видите, как он высокий получается, да, 12 рядочков, а высокий. 16 аж сантиметров. Здорово? Конечно, здорово. И смотрите, самое интересное, как я его закончила. Мы же здесь, получается, у вас с вами набирали по 7 воздушных петелек, да? А здесь я набрала по 5, чтобы не было вот такой же, получается, дуги, чтобы было ровненько. Видите, ровненько. А потом, получается, просто взяла и обвязала. 5 воздушных петель, значит, 5 столбиков. Верхушка нашего веерочка 1 столбик. 5, 1, 5, 1. Ровно так же, как мы провязывали здесь. Помните, да? То есть получается раппорт 6 петелек. Все удобно, удобно, здорово, здорово.
Если это будет палантинчик, дополнительно провяжите здесь еще столбики, там 5, 7, 10 столбиков, чтобы это как бы такая вот каемочка была. Вот. Красота. И несложная красота, да? Рецепт несложного узора. Вот. Смотрите. Оставляйте себе в копилочке ваших узорчиков. Возможно, где-то, конечно, и пригодится. Надеюсь, видео вам сегодня понравилось. Не забывайте ставить свои лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы его не потерять, кто еще не подписался. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда на канале появятся новинки. Делитесь с друзьями, с подружками. Сохраняйте себе в плейлисты. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.